Да, мы давно не выходили, я знаю, потому что долго ржали, как же Дов в кубке вынес Колчестер. Но буквально на днях ребята подарили нам еще один повод для радости. Проиграв в Баварии 7-2. Это чистый Тоттенхэм щит-спор. В общем, смеяться можно долго, но, ребята, у нас у самих дела немногим лучше. Уимблдон, Оксфорд. Третий год подряд нас выносит команда из третьей лиги. Как опытный исследователь не буду углубляться в факт изнасилования, но остановлюсь на одном игроке. В Чехии есть поговорка, а если нет, то ее стоит выдумать. Ее примерный смысл – засуньте его обратно в мать и перетрахайте до нормального. Да, звучит грубовато, но отлично подходит для Карлоса Санчеса. В который раз я надеюсь, что эта мразь сыграла свой последний матч за Вест Хэм. Пит Данном умирал явно не за это. И все смотрели «Интерстеллар» и знают закон Мёрфи. Я ввожу новый закон, закон Вест Хэма. Все худшее, что только могло произойти с вами, обязательно произойдет. Вест Хэм — это наше чистилище при жизни. Я слышал, НАСА набирает команду для полета на Марс. Но нам явно нужна планета, где 1 час за 20 земных лет. Я готов выпить там пару пинт и вернуться прямо сразу, через 2 часа на финал Лиги Чемпионов с Амкаром. Каждый из нас ставил свечку за здоровье Фабиански, но не помогло. Поляк вылетел на целых 3 месяца. И это при обычном вынесе мяча, Карл. Это же как сломать шею во время ебаного чиха. А его испанский сменщик — это просто полный крак. Я видел толстяков во дворе, которые стоят более самоотверженно. Па-бам! Сделаю сенсационное предположение. Адриан пошел к ведьмам и загадал травму первого вратаря при выбивании мяча от ворот. Поляк продержался чутка дольше. Но тоже пошел по этапу. Какие мои доказательства, спросите вы, я скажу, буду. Окраина Реутова, спальный район. Когда 14-летняя Маша Иванова пропала, все подумали: залетела, заболела, запила. И только самые близкие знали: их Машенька теперь Стас Михайлов. Я бы, может, и промолчал, но проклятие настигло даже Льюриса в прошлом туре. Тоби. А Льюрис? Ой-ой-ой-ой-ой, что делает уголь Льюрис? И сегодня Пеллегрини на пресс-конференции сказал, что Фабиански вылетел чуть меньше, чем на 3 месяца, и они думают, стоит ли делать ему операцию. Господа, но он же всего лишь потянул мышцу. А Салливан еврей. Неужели мы станем первым клубом, где евреи начнут резать поляков? Ну, так себе, конечно. Когда я смотрел «Голубых» с синими, после нас получал эстетическое удовольствие. Люди играют в футбол, и видно, что кайфуют на эйфории от происходящего. Когда играл сам, испытывал абсолютно те же эмоции. Страх есть, без него никуда, но он должен растворяться в спортивной ненависти. Наши же бегают будто на минном поле, где каждое касание может закончиться ебаным взрывом. А я привык делать то, что не должен делать. Хожу сквозь огонь. Катаюсь на водных лыжах. Учусь играть на пианино с нуля. Да я сам себя из комы выводил. А потом сам себе осколки из глаз. Где жажда победы? Где тяга к ней? Каждый просто пытается не ошибиться. А Леру вообще можно возглавить службу доставки без собеседования. Похоже, французы законодательно запретили бить по воротам. Кэрол отыграл 27 минут за сорок в разгроме от Лися. Да, Ньюкасл, конечно, совсем плох, а я уже даже соскучился по тому, как наш стеклянный замыкает навесы. Рапинуа хочет уравнять зарплаты женщин и мужчин. Raheem Sterling
and Koulibaly. Без вопроса, родная. В порно мужикам тоже поднимем жалование? Парень в бронированном костюме. А снять кто ты без него? Есть хочешь? Новости безумия. Испанские вегетарианки-феминистки пробрались на ферму, побили там яйца и отсадили петухов от куриц, чтобы предотвратить изнасилование. По их мнению, куры не дают согласия на спаривание, и петухи их попросту насилуют. Я бы назвал это разборками в курятнике, но до нашего дерби слишком далеко, и просто поехали дальше. Бернарду Силву обвиняют в расизме. Why are you not wearing any clothes? Le cousin. Сильва говорит, что это шутка. Гвардиола говорит, что это шутка. Ярый защитник негров, заднеприводный Стерлинг говорит, что это шутка, блядь. Да даже сам Минди говорит, что они тупо поржали. Но Фа утверждает, что это расизм. В какое ебанутое время мы с вами живем? Я почти уверен, что они должны решить свой вопрос. Как-то вот так. Racismo não, vence não. Vai, Vânio! Vai, Gui! Добавок ко всему, знак «Окей» запрещен в Америке. Это ёбаная дичь, господа! Мое отношение к расизму вы все прекрасно знаете, но я подключусь к этому лишь в юмористическом ключе. Да что эти белые себе позволяют? Чуваки в метро начали петь «Oh, Tammy, 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 Tammy». И фанат Челси 1951 года подошел обнять его. Не знаю, как вам, а мне этот случай дико напомнил Криса Гриффина и Герберта. Нет, а после тренировки по футболу у тебя есть какие-то планы? То есть ничего, шагай, мы не знакомы. В Твиттере появилось видео, где американские скаузеры празднуют второй гол Челси, и у меня простой вопрос. Кто из вас пенсионеры, дамы и господа? Присылайте в комментариях, какие худшие болельщики вам попадались. Может быть, самые тихие, может быть, самые буйные, или просто... И давайте поддержим забавный челлендж фото бороды снизу. Бля, буду, это очень крипово. И я выложу сюда и свою. Половина наших исходников попросту погорела. О, вот паршивец огонек. Боже, у огня ружье! Это что за хуйня была? Питер оказался и вправду жестче, чем Лас-Вегас. Все, что было в Питере, осталось в Питере. Ребят, поэтому часть из этой истории мне придется рассказывать через свое щачло. Я понимаю, что мое лицо вам немного настоебенило, но, господа, я не здесь. Выкручиваемся как можем, как и Вест Хэм. Come on, Юаренс. Смотришь телевизор, все деловые, лезешь в интернет, все остроумные, но вот в жизни лишь обывателя. Как мы стали тем, кем мы стали? Телевизоры, диваны, холодильники, наполненные абсолютно дешевым алкоголем, телефоны с беспроводным интернетом и постоянным доступом, будто даже о собственной смерти мы хотим узнать из ебаного выпуска новостей. Полное абстрагирование от реальных эмоций, гребаный антидрайв. Пускай хоть сам Люцифер станет президентом, а насилие и воровство узаконится, мы все равно не поднимемся с дивана, не выйдем из сети и не очистим голову от мыслей саморазрушения. Космос всего в часе езды, если ехать на машине вверх.
Но зачем, если это лишь отдаляет от столь любимой зоны комфорта? Мы поколение апатии, где каждый сам за себя. И как безнадежно больные верят в нетрадиционную медицину, я верю в футбол. Это один из самых охуенных плацебо. Влад, повернись. Вы готовы к завтрашнему событию послезавтрашнему? Ебать, Манчестер! Не переебать! К моменту приезда в Питер я не виделся с ним около 62 месяцев, но было полное ощущение, что я не был там лет 5. Ты смотри, Питер, а? Красавец город. Конечно же, первым делом мы двинули по музеям. This is so boring! Ладно, я шучу, разумеется, так не было, но будь мы чуть более выспавшимися и не так ограничены во времени, мы бы сделали именно так. Мы бы даже проверили самый забавный стереотип, на мой взгляд, о том, что с лестницей в руках и на серьезных можно пройти куда угодно. Holy shit. Huh? It fucking works. He didn't even ask us anything. What the fuck? He literally looked at me and was like... I was like, what? В питерских улочках я заблудился практически сразу. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Но люди, подсказывающие дорогу, были такие доброжелательные, что даже позвали на какую-то пижамную вечеринку. Но я забыл свою подушку для драк. К счастью, или Hey boys, who wants to have a pillow fight? А вид из окна на набережную, цены на жилье почти как в Индии. Я будто бы почувствовал себя богатым, я прям серьезно говорю. Когда видишь ценник на букинге, сразу вспоминается момент из «Фабрики футбола», где Дэнни Дайер говорил «Есть! Факи есть!» Хотя это был не он, а жирный во время жеребьевки. Но хуй можно кричать из окон квартиры, руби топором просроченный творог. Хоть исполняй гитарное соло Джимми, мать его, Хендрикса. Никто тебе не скажет ни слова, настолько они милые и пиздатые эти питерцы. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! С большим удивлением я обнаружил, что в Питере можно найти квартиру богатых невидимых карликов между этажами жилья, которое ты снял. Это правда. Просто невозможно. Вот я снял квартиру, идешь вниз, думаешь, типа, ну, разумеется, нельзя курить помещение, ну, типа, нежелательно. И находишь такие моменты, что какая-то семья карликов. Не знаю, на видео это видно. Кстати, если я встану в полный рост, здесь можно встать. То есть, семья карликов, очень успешных московских карликов, может жить в Питере просто, чуть-чуть, конечно, облицовочку сделать, и вообще все будет зашибись. Шавуха и прочие гастрономические изыски с лихвой преобладают в дождливом городе. Рацион, конечно, не самый правильный, но так вкусно, черт подери, что порой задаешься вопросом, а не убивает ли меня эта еда?
Dude, be careful. Fast food can kill you. How bad can a burger really be? Take the shot! Take the shot! Please! Take the shot! I can't tell which one's you! Приезд в другой город – событие само по себе запоминающееся. Пожалуй, Ельцин был трезвым чаще, чем молотобойцы в Питере. Оттого каждый плюс ощущается как прикосновение женщины. К слову, с нами в Питер стартанул мой любимый родной дядька, имеющий такое же отношение к Вестхэму, как водка к фруктовому салату. Но даже он смог найти свою питерскую музу. Господа извращенцы или инвалиды любви, подорвавшиеся на минетах, Питер — это ваш рай. Вот один из таких моментов, который мне впился в душу. Походу, в Питере можно похмелиться с самим Александром Сергеевичем. Никогда не пил, не хочу этого повторять. А как вас зовут? Александр. Александр? Троллейбусы гоняют так, как обезумевшие молекулы в аду. Захотелось снять питерскую версию скорости с Киану Ривзом. Или открыть об него пинту пива. We can have a lot of fun. I'm a man. А в троллейбус не об Киану, разумеется. Хотя... Чё-то я распизделся. Погнали в бар смотреть мяч. Светлая музыка льется, как вода. Звуки раздаются, льются голоса. Друзья, мы выбрались в Питер на просмотр матча с Манчестером к нашим большим друзьям. Hero Plate, я правильно называю, да? Господа, будем смотреть французский матч сегодня. Питер нас встретил настолько охуительно, что я буду вести сегодняшний выпуск только в очках. Друзья, Вов, расскажи, как началась твоя болезнь? Как тебя поразила любовь к Вестхэму? Слушай, в ключе сегодняшнего матча моя болезнь началась вообще, в принципе, с любви к английскому футболу. И началась она с манты, несмотря ни на что. И это было время, когда Андрей Кончаловский там играл. Все тот же Елагин по Первому каналу со своими трансляциями повторил мое сердце. 7 ТВ уже. Что-то такое, да, какой-то андеграундовый канал. А потом со временем как-то переключился с Ман Юнайтед, наверное, после 99-го года. Сейчас ты стал мудрее, стал опытнее и... Да, очевидно, Солскjaer последний, когда с Баварией они убили, вот это вот тот переломный момент, после которого симпатии моей к клубу сошли на нет, потому что там какие-то непонятные движения начались, джимба, приглашение всех таких интересных футболистов. И... Ну нет же, говори как есть. Черножопых. Мы же все-таки в Питере, поэтому должны быть чуть более толерантными. Вот, собственно говоря. Ну и впоследствии так получилось, что интересно стало какие-то происхождения вообще футбола, около футбольных движений. И, конечно же, Вестхэм является одной из команд, которая в свое время весьма... Около футбола, это абсолютно про нас. Кстати, мы пошутили про негров, Каспенов. Надеюсь, ты не будешь смотреть на это видео. Вот, соответственно, с этого момента, конечно же, там появлялись импульсы, свое влияние оказали на мировоззрение мое. Ну и вот... Дерево Элайджи, да? Да, хоббиты всякие. Вот, и, соответственно, где-то, наверное, года с 6-го, наверное, 7-го, так уже активно начали за ними следить, смотреть. И теперь, когда так получилось, что отбросилось неделя, по сути дела, решил, что можно сделать это какой-то площадкой для того, чтобы поддерживать команду. Кстати, на тему заведения, ребят, если бы я жил в Питере, я бы здесь поселился, сделал бы какую-то маленькую каморку и тупо здесь ночевал. Как много вообще ребят приходит? Ну,
Ну, вы только открылись, соответственно, в начале лета. Ну, я не буду лукавить, немного людей хотелось бы больше. Питерцы, у вас же есть чувство вкуса, вы же молодцы. Давайте приходите. Друже, какие прогнозы на сегодняшний матч и на сезон в целом? Мне хотелось бы, чтобы сегодня как минимум была ничья. Надеюсь, что такой матч будет стартовым, он будет один у нас сегодня. И знаете, такая музыка оптимизм, да? Вот. Вообще по сезону надеюсь, что молодцы Европы все-таки будут. На этих сладких нотах мы закончим, смотрим матч дальше. Come on, you are us! Давайте закончим. Ну, хоть раз без валидола. Ну, давай хоть раз без валидола. Ну, положи в 9 родной. Отличный матч в отличной компании, забрал все силы, поэтому в Москву мы возвращались уже, во все тяжкие, полная кинзаца. С нетерпением жду, когда можно будет телепортироваться между городами моментально. Ребят, на концовочке, что я могу сказать? Всем хорошего настроения и отличного просмотра дерби с орлятами. И помните, из приоритетов состоит вся наша жизнь. Поссорился с любимой, ругайся как в мюзикле. Увидел карлика, не подпрыгивай. Влюбился, женись, родил ребенка, воспитай. Встретил немощного, помоги. Увидел красивый закат. Не торопись. Любишь английский футбол? Люби Вест Хэм. Come on, yours! Камень, ножницы, бумага. Оп! Побил, бил. Выезд на Манчестер в Питер казался мне изначально чуть менее приключенческим, но черт подери, футболка уже ушла в минус. Господа, посмотрим, что будет дальше. Что, не заходите? Тебя ждем. Да, нас уже встречают.
А прям мут? Они прям... Мут. Как настроение, да? Уже come on yours, уже все, уже, да, первое число. Come on yours. А насколько силен Анжи вообще? Вы хотите об этом поговорить? Давайте поговорим. Анжи Юнайтед, мать его. Все приседаем. Невский стайл, Невский стайл. Док! Блять! Ты готов! Ты хоть его разбудишь, блядь.